Мы продолжаем серию видео о совместимости мужчины-скорпиона с другими женщинами других знаков. И сегодня у нас мужчина-скорпион, женщина-скорпион. Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Поехали! Быстро пройдемся по совместимости мужчины-скорпиона с женщиной-скорпионом. Я заглядываю в записи для быстроты повествования. Казалось бы, да, они должны понимать друг друга, одинаковый знак. Они настолько похожи, настолько же и не похожи. Женщина крайне импульсивная и непредсказуемая очень часто. Иногда позволяющая себе сумасшедшие поступки. Ее кидает в разные эмоции, во всю имеющуюся у человека палитру эмоций. И мужчине-скорпиону такое поведение точно не понравится. Он не выносит бесконечные проявления своей партнерши и часто, в данном случае, первым рвет отношения. Женщины-скорпионы часто делают себе татуировки, втыкают множество пирсингов и так далее, украшают свое тело, может быть, другим каким-то способом, но они любят украсить себя чем-то. У обоих может быть куча интересных тем для обсуждения, но видят все это они по-разному. И они не могут просчитать, что у другого в голове замыслено на эту тему. Поэтому создавать пару для последующего брака им лучше во взрослом возрасте уже. Тогда они уже лучше чувствуют своего партнера. Вообще у них у обоих очень завышено самомнение. И у каждого своя мания величия. Оба руководят боем из окопа, оба властны и скрытные. Каждый хочет быть лидером, но у обоих очень сильная интуиция, страсть к мистике и магии. Они оба манипуляторы и ненавидят критику в свой адрес, даже если она совершенно правильная и пошла бы на пользу, если бы они хоть когда-то к этому прислушивались. Они сами видят, что применив на деле совет более опытного человека, они получат только выгоду. Но тем не менее прислушиваются они крайне редко. Им хорошо вести свой бизнес. Они прям могут добиться больших высот. Но им необходимо распределить свои роли и руководить лучше в данном случае мужчины, так как женщина в своем поведении нестабильна. У них очень сильное притяжение, но и море энергии, часто агрессивное из-за планеты Марс. Поэтому оба могут завестись очень быстро и легко раздуть конфликт. В общем, пара взрывоопасная такая. Поэтому может очень все резко, вся их связь оборваться. Любовь и ненависть в одном флаконе. В постели они, наверное, идеально совместимы. Любят получать и доставлять удовольствие, и для каждого это очень важно. Хоть женщины любят это часто отрицать, что им секс не важен. И говорить, в общем, про это так, что вот она и без секса проживет. На самом деле секс раскрывает, качественный секс раскрывает другие потенциалы, скрытые женщины-скорпион. Они вот лучшие стороны раскрывают. Она становится женственнее, внешнее и внутреннее. Только на пользу ей идет. Так что это, кстати, важный момент, надо это знать. Женщина-скорпион не должна лезть на роль мужчины в паре. Обе скорпиона любят красоту в доме. Мужчина любит чистоту и красоту больше, чем женщина-скорпион. И это женщине важно знать. Они не любят приглашать к себе домой знакомых, только очень узкий круг друзей, и то нечасто. И вообще не любят демонстрировать свои отношения. Проблемы их отношений – это скандалы, если оба скорпиона не очень интеллектуально развиты. То вот эти бытовые конфликты с летальным исходом чаще всего такой паре, я думаю, я так предполагаю. Знаете, полиция говорит, там поубивали друг друга на бытовой почве. Вот это скорпионы. Поэтому всегда говорю, надо всю жизнь развиваться, и тогда умным людям не придет в голову развивать конфликт из какой-то ерунды. И будете таким образом избегать всех экстремальных ситуаций.
Если они не убьют ядом друг друга, то, может быть, они смогут получать удовольствие от семейной жизни. Так что тут 50 на 50, как получится. Но я считаю, больше нет, чем да. Всех вас обнимаю, целую. С вами была Наташа. До новых встреч.